Доброго дня, добрые люди! Хочу сегодня с вами вместе полистать июльский выпуск Бурды за 2022 год. На самом деле выпуск оставил меня равнодушной и сподвиг вдохновиться другими выпусками на пошив. Хотя и есть и тут некоторые модели, которые можно сшить на предстоящий сезон. Я для себя насчитала 3 такие модели. Пробежимся прям совсем быстро по всем моделям с вами, чтобы и времени много не тратить, и любопытство свое удовлетворить. 2 слова про обложку. Июльская обложка, конечно, яркая, нежная, как само лето. Тут претензий не возникает. Ну и перейдем сразу к моделям. Первым делом мы тут видим супер легкое в пошиве платье из сирсакера, которое можно надевать и на пляж, на купальник, и в город в нем не стыдно выйти. Рядом брюки на высоких с запахом, вернее не брюки даже, а кюлоты из твила. Вот это интересная модель, достойная внимания. Даже захотелось посмотреть, какие лекала у этой модели. Собственно, я их уже рассмотрела. Рост тут мало имеет значения, можно шить на любой рост, варьируя длину изделия. Следующая модель — это модель шорт. Шорты из хлопка. Простые базовые шорты. Мне тут хочется добавить еще и карманов спереди. Рядом интересный сарафан из... Сейчас скажу из чего. Из шамбре. Сарафан на пуговицах. Очень похожую выкройку я публиковала в телеграм-группе недавно. Там ее можно скачать бесплатно. Немножко изменить. Отрезать по лифу. И пришить юбку-татьянку, как, собственно, здесь в самом журнале. Ссылку на группу я оставила под видео. А сарафан этот прям то, что нужно на лето. Легкий, открытый, функциональный, и карманы тут есть. В общем, из-за него-то и можно приобрести этот выпуск. Дальше туника из хлопка. Впрочем-то, ее можно прям на ткани нарисовать и вырезать без выкройки. Рядом юбка миди с 2 разрезами по бокам, тоже в полоску и сшита из лиоцелла. Интересного в ней именно ткань. Я еще не покупала, не трогала и не шила лиоцелл, даже не знаю, как он себя ведет. Интересно, как ведет себя эта ткань. А выкройка тоже базовая. Я вижу по ней юбку из сатина или шелка, но без завязок. Шелковая юбка с 2 разрезами по бокам на лето. То, что надо. Такую можно использовать на все случаи и даже надевать и зимой с какими-нибудь свитшотами или свитерами. Еще одна туника. Так, или как тут написано, пуловер из вязаного тонкого трикотажа. Тоже база базовая. Ну а что нам летом еще надо? Простоту и чтобы не сковывало движение. Как раз этот пуловер отвечает всем этим запросам. Дальше топ с открытыми плечами, тоже из трикотажа, из тонкого трикотажа. С, как мне видится, не очень выгодной конструкцией. Получается, что все висит складками под подмышками. Если брать хлопковый трикотаж, то все будет колом стоять. Не обязательно будет, но может. Потому что хлопковый трикотаж, он более плотный. А если взять струящийся вискозный, то он просто сомнется вот здесь, вот так в складке. Ну или можно попробовать полиэстеровый трикотаж. Он и струиться может, и не мяться. Мы как раз недавно разговаривали с вами про полиэстер. Рядом платье, на которое я совсем не обратила внимания. Вот такое платье-труба. Пока не увидела на одной швеюшке похожее платье. Я вам даже фото сейчас покажу. Смотрите, как заиграло платье с украшениями и в черном цвете. Прям роскошная женщина. Так что эта модель имеет место быть. Это, конечно, просто прямоугольник с резинкой на поясе. Собственно, просто и быстро. Но можно разрезать по талии и развернуть разрез прям именно вперед, чтобы при ходьбе было все более эротичнее. Так, на этом морская коллекция закончилась. Завершает ее пошив туники в картинках. И дальше идет оригинальная ретро-модель из Бурды за 1961 год. На обложке мы уже видели эту модель. Отлично подобраны цвета,
нежный женственный образ в этом платье получается. Это выкройка как раз для тех, кто ностальгирует по прошлым выпускам. Редакция и тут старается угодить своим читательницам и читателям. Здесь оно немножко поближе. И дальше идет коллекция, где объединили натуральные ткани и цвета с холодным блестящим металлом. Первой моделью коллекции является маленький французский жакет из жаккарда с металлизированной нитью. Короткий, приталенный, рукав 3/4, без воротника. И мое самое любимое — это застежка на крючках. Надо уже сшить себе такой жакет с крючками и закрыть свой гештальт. Дальше идет туника из сжатого шифона с узором пейсли. В общем, еще одна туника в копилочку. Рядом юбка из твила, снова с завязками, которые мой глаз отвергает, никак не могу их принять. Хотя завязки и узлы сейчас актуальны, но вот на животе такой массивный узел не привлекает. На следующей странице платье с лифом на запах из ткани с пайетками. Естественно, оно на подкладке, очень хорошо себя ведет запах. На фото, по крайней мере, вроде как бы плотно сидит и не распахивается. Интересная модель, я бы даже сказала, прям нужная. Рядом платье туника в макси длине из полиэстера. Судя по фото, это креп. Креп, кстати, из хорошего полиэстера. Это добротный вариант на лето. Так, тут разрезы и рукава декорированы ручными обметочными стежками, что уводит образ в бохо-стиль. Дальше топ с вырезом качели из шелка. Это вот как раз то, что мне нужно было когда-то. Ждала эту выкройку, потом построила ее сама, уже сшила и ношу такой топ. Но выкройка от Бурды мне все равно нужна, хотя тут все достаточно просто, построить самому тоже несложно. Рядом, так, что у нас рядом? Рядом мне напоминалка о том, что я когда-то хотела сшить эту джинсовую, не джинсовую, эту курточку из джинса. Эта курточка у нас была в 4-м, в апрельском выпуске. Хорошо, кстати, смотрится с этим топом, с таким карамельно-бежевым топом. Дальше тут у нас снова платье труба шоколадно-карамельного цвета из полиэстера. Полиэстер этот с градиентом. Интересное платье получается. Но вот как раз украшения вот здесь просятся вот такие вот длинные. Все-таки никак не могу отделаться от этого образа, который вы сейчас видите на экране. Прям шикарно выглядит. Еще хочу сказать, тут стоит учитывать, что резинка сверху была адекватной ширины, дабы она не врезалась в тело, искажая восприятие образа в целом. Вот здесь нужно, чтобы было прям впритык, чтобы и не свободно, и не сильно узко. Ой, и здесь пошив вот этого жакета. Жакет не совсем простой, но тут все наглядно показано, шаг за шагом, куда что пришивать, можно легко справиться. Здесь еще раз можно посмотреть на платье тунику, и здесь наглядно показано, как обработать эти самые разрезы в боковых швах. Следующая коллекция — это коллекция для отпуска. Здесь собрали все модели, которые можно сшить на отпуск. Они все не очень сложные. Здесь все просто и быстро, потому что часто мы начинаем шить для отпуска за неделю до него. Тут мы видим свободную блузу на низкий рост из полиэстера. В принципе, если ей пришить юбку-татьянку, то получится и легкое платье. То есть по этой выкройке можно еще и платье сшить. Рядом широкие брюки и топ, который мы уже видели с вырезом качели. Если заправить топ в брюки, то будет эффект комбинезона. Сшито это все из вискозы. А брюкам опять хочется добавить карманов, хотя брюк с карманами в принципе достаточно уже было. Можно взять уже готовую выкройку. Далее платье из вискозы с завязками по плечам, тоже на подкладке. Симпатичное, милое платье. Тут на этой фотографии яснее видно, что вырез достаточно глубокий. Это нужно учитывать при пошиве, чтобы не прогадать.
Рядом снова топ с открытыми плечами, уже, знаете, из чего? Из трикотажа двухнитка. Казалось бы, трикотаж двухнитка, он более плотный. Ну, вот эти складки, в принципе, здесь вроде бы как нормально ложатся. То есть этот топ можно попробовать сшить и не бояться. Так, дальше тут у нас платье-кафтан с завязками по горловине и разрезами по бокам из вязаного тонкого трикотажа. В движении такое платье покажет все прелести фигуры, хотя оно достаточно закрыто. Это выкройка старшая сестра пуловера, вязаного пуловера, который мы видели ранее. Рядом на фотографии нам показывают шорты, которые не очень хорошо тут видно, но мы их уже видели ранее. Дальше блуза вся в воланах, благодаря чему достигается такой кудрявый эффект. Блуза как будто вся кудрявая, еще и ярко-желтого цвета, что делает ее еще более заметной и обращающей на себя внимание. А рядом снова жакет на крючках с немного другими рукавами. Здесь добавили слегка расклешенные манжеты. И получился вот такой немножко отличный от того жакета жакет. Дальше идеи того, как смастерить различные аксессуары в дополнение к нарядам и раскладки. Тут нам предложили с моделями, что есть в журнале. Первый вариант у меня вообще не вяжется друг с другом. Второй вариант тоже какой-то вот странный. И лишь только третий вариант прям гармонично подобран и приятно смотреть. Глазу приятно на него смотреть. Дальше идет детская одежда на девочек ростом 104-128. Совсем простые модели можно сшить из остатков от маминых платьев, например. Так, все, теперь мы добрались до плюсиков. И нам тут предлагают вдохновиться гламурными, я бы даже сказала, вечерними образами. На этом развороте тут мы видим топ с лифом на запах с кружевной отделкой из шелкового крепа и сзади с манящей завязочкой. Вкупе вот с таким взглядом выглядит очень даже эротично. Дальше жакет из шелка пыльно-розового цвета, приталенный с рельефными швами, кармашки, все супер. Единственная оборка по рукавам добавляет озорства. Если нет такой цели, то можно их и не пришивать. Рядом брюки с накладными карманами из полиэстера на резинке. По этой выкройке можно и спортивные брюки из трикотажа сшить. Следующее платье, это платье туника из сатина, из полиэстера со вставками из ткани с пайетками. Здесь на девушке довольно изящно выглядит. Фигура кажется легкой и совсем не грузной. Рядом блуза из вискозы с завязками по рукавам свободного кроя. Тоже база базовая, отлично подходит для каждодневного гардероба. Еще раз блуза с лифом на запах в желтом цвете и тоже из шелкового крепа. И еще раз брюки на резинке. На мой взгляд, вот здесь из сатина они смотрятся выигрышнее. Нежнее, что ли, легче. Девушка кажется стройнее. И заключительная модель, платье-рубашка с супатной застежкой прямого кроя из лиоцелла. Цельнокройный рукав, отложной воротник, накладные карманы по груди, в боковых швах еще одни карманы и скругленные разрезы по бокам. Удобное, простое платье на все случаи жизни, можно его применять. Рядом, кстати, фотографии читательниц в сшитых моделях по выкройкам из журнала, немного деталей и анонс на следующий выпуск, уже августовский выпуск, а это уже ближе к осени, оттого здесь и тренч, например, появился, и косуха, надеюсь, это выкройка косухи будет, нам тут показали, а не брюк, например. Поживем, увидим. Как вам номер? Жду ваши комментарии, особенно конструктивные. И увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока!